Здравствуйте! В этом видео я хочу поделиться своим опытом с вами по поводу аренды жилья. Какие косяки, к сожалению, у нас были и на что обратить внимание. Когда вы приходите на просмотр апартаментов, обязательно попросите, чтобы при вас включили все краны и проверьте. Первое. Напор воды. Сколько горячей воды в кране. Постоянная ли подача. У нас было такое. Например, в отеле, казалось бы, не самый дешевый номер, можно сказать, самый дорогой. После прихода с пляжа ребенок пошел мыться. Когда наступила моя очередь, меня ждало очень большое разочарование, потому что в кране горячей воды просто не было. То есть холодная идет, а горячей нет. Мне повезло. Поэтому не спешите намыливаться, потому что будет как в книжке «12 стульев». Намылился, а воды нет. Теперь я постоянно при просмотре уточняю эти моменты. Когда мы заселились в квартиру, у нас также произошел случай после Феди, когда я пошла мыться. Сначала вода была горячая, потом она стала теплая, а потом она стала вообще холодная. Оказалось, что бойлер нужно было немножко подкрутить. Этот секрет нам открыл риэлтор, когда я говорю, что воды нет горячей, есть. Так а почему не хватает воды горячей? Так надо подкрутить. Так я говорю, подкрутите. Но вы уверены, что нужно подкручивать? Потому что у вас будет расход электричества больше. Я говорю, конечно, потому что простудиться не хотелось бы из-за того, что мы сэкономили деньги на электричестве. Следующий фактор, влияющий на хороший отдых, это, конечно же, хороший матрац. Даже не кровать, а матрац, потому что если даже кровать плохая, вы матрац положили на пол и спите себе в свое удовольствие. Что значит хорошая кровать? То есть она не должна шататься, она не должна скрипеть, издавать какие-то непонятные звуки. Кровать обязательно должна быть с удобным матрацем. Пусть это будет не самый люксовый, но никаких пружин, никакого скрипа, никакого запаха, никакой там плесени. То есть это должен быть адекватный, удобный матрас для хорошего сна. Третий фактор, который важен для фрилансеров. То есть если вы работаете онлайн, это, конечно, интернет. Это отдельная песня, и я сейчас вам расскажу, как здесь может быть. На самом деле интернет в Грузии есть, и очень даже хороший. Покрытие прекрасное, скорость. Муж постоянно стримит, никаких заскоков, глюков, прерывания связи нет. Но если вы приехали в Уреки, не спешите, так сказать, подключать интернет в своих апартаментах. То есть вы заселились, обнаружили, что скорость интернета, скажем так, не очень. Что делать? Самое первое, не палить горячку. Как это сделали мы? Открываете сайт Макти и смотрите тарифы на сегодняшний день. Безлимитка на мобильник стоит 150 лари. Так было в прошлом году. В данный момент безлимитка Макти 45 лари на месяц. В моем понимании хороший интернет — это когда есть хорошая скорость, и ты можешь делать абсолютно все. Качать, закачивать, смотреть, работать. В общем, все. С прошлого опыта, как у нас происходит. То есть мы заселяемся, смотрим, нам предоставляют доступ, например, в кабинет или же информацию, в которой показаны, какой на данный момент тариф у этих апартаментов, какая скорость и так далее. Также поступили мы в этот раз, заселившись в квартиру, мы также попросили
хозяев установить хороший интернет. Вот, короче, мы заплатили по верхнему тарифу, а получили, можно сказать, по нижнему тарифу. Мы поспешили. Мы не знали, что на сегодняшний день безлимитка 45 лари. Поэтому вас предупреждаю. Не спешите, не палите горячку, не рвитесь в бой. Сначала сядьте, изучите на сегодняшний день обычный мобильный интернет. Какие цены, какая скорость, какое качество и так далее. После этого посоветуйтесь и объясните хозяевам, что вы хотите не просто, чтобы был интернет в апартаментах, а чтобы он был качественный, то есть скоростной. По Wi-Fi тоже можно сделать хороший интернет. Не обязательно это будет оптоволокно, там провода и так далее. Поговорите с хозяевами, послушайте их, что они вам на это скажут. И только после этого принимайте решение, а стоит ли подключать в апартаменты интернет или там оплачивать какой-то тариф. Если вы решили оплатить тариф, все-таки, да, то есть вы договорились, вроде бы все устроило, обязательно проверьте эту информацию. Например, вы заплатили деньги, вам подключили, вы заходите на сайт Speedtest и проверяете скорость. Также вам должны выдать чек или какую-то информацию, или скриншот, который подтверждает, что та сумма, которую вы передали хозяевам или риэлтору, неважно, отображалась в чеке. Вот такая история с интернетом. То есть интернет — это не значит, что у вас будет хороший интернет. Он просто будет. А вот какой, уже зависит от вашего решения. Следующий фактор, очень важный для комфортного отдыха, это, конечно, тишина и покой. Многие люди не могут спать под какие-либо звуки. На первой линии, особенно когда море штормит, очень слышно в номере шум волн. Поскольку у реки это, в принципе, болото, и, конечно же, на болоте квакают лягушки. То есть отчетливо целые концерты лягушачьего кваканья. Поэтому, если вы не можете спать под такие звуки, уточняйте у хозяев. Даже вот вечером придите и послушайте, квакают, не квакают. Абсолютно на всех линиях могут лаять, гавкать собаки. Вообще в Грузии, так сказать, большая беда, потому что их очень здесь много, бездомных собак. Но, к нашему удивлению, в этом году мы живем сейчас на первой линии, собак не слышно. Будьте готовы к тому, что если ночью залают и будут бегать целые там стаи собак, этому не удивляйтесь. Дальше. Петухи, курицы. Здесь, в Уреке, я не слышала. Но если, например, говорить про частный сектор Батуми, это катастрофа. То есть петухи здесь могут кукарекать в 2 часа ночи, и не просто 3 минуты или там минуту, а целый час. Будьте готовы к тому, что в 6 утра там яйца будет нести и кудахтать на всю округу, либо петухи, которые кукарекают хоть 2 часа ночи, хоть в 5 утра, хоть днем, они по несколько раз в день кукарекают и подолгу. Далее, если вы любите отдыхать в тишине, тогда апартаменты на первой линии, особенно если они располагаются возле ресторана или шумного кафе, это не ваш вариант, потому что действительно громко звучит музыка, много людей, все танцуют, пляшут, это все слышно, это все отдается. Далее, шумные соседи. Опять же, уточните, если, например, квартира на лестничной клетке есть, так сказать, большие семьи, которые любят по вечерам устраивать какие-то грандиозные мероприятия, или нет. Также и в доме. Например, недавно был случай, когда мы спросили хозяйку,
насколько здесь по вечерам шумно или тихо. И хозяйка лично рассказала, что да, они сами вот устраивают здесь на первом этаже вечеринки, они танцуют, отдыхают, вот. Поэтому, но это как бы ненадолго, да, то есть уже в 12 ночи будет тихо. Поэтому вчера, например, когда мы ужинали в Лизе, лично гости, постояльцы устраивали себе, так сказать, музыкальный вечер. У них большие колонки стоят напольные, вот они слушали музыку, у них очень было громко. Вот, поэтому, если вы не любитель шума или там движения, тусовок, то сразу уточняйте вот этот момент. Апартаменты могут быть очень хорошие, все замечательно, но по вечерам будет весело. Какие еще шумы и звуки посторонние могут мешать отдыху? Например, вот я сейчас нахожусь в квартире, и у нас 2-й этаж. Сад, и под окнами у нас находится такая большая штука, которая постоянно шумит. Мало того, что днем она шумит, то вечером какая-то льется там вода. То есть к вечеру ближе, там какие-то промежутки времени начинает литься вода. Вот, над этой большой железной штукой висит фонарь. И этот фонарь мерцает. То есть, знаете, такая получается пыточная атмосфера. Ну, типа шум, свет, и сможешь ли ты спокойно в этой обстановке отдыхать. Мы зашториваем окна, но при этом все равно даже через шторы оно чувствуется, вот, что как будто за окном какая-то идет дискотека, да, такие блики, мигает, так все, мерцает. Однажды в этой же квартире у нас был случай, что-то капало, все время капало, и так вот капает прямо на мозги. Оказалось, что с 3-го этажа из трубки капает вода и капает на кондиционер. И получается вот такой очень неприятный звук. Поэтому смотрите внимательно, выйдите на балкон, посмотрите рядом, есть ли дорога, нету дороги, стройка, есть, нету. Кондиционеры, все должно быть хорошо, потому что от этого будет зависеть ваш отдых. Понятное дело, что человек такое существо, что ко всему привыкает. Мы тоже привыкли к этим звукам, и все в порядке, но привыкать-то можно по-разному. Кто-то привыкнет за час, кто-то за 2 дня, кто-то вообще не привыкнет. Поэтому будьте осторожны и смотрите в оба. Следующий фактор. Это, конечно же, готовка еды. Мы для себя выбрали завтраки дома, потому что в первой половине дня мы редко наедаемся, кушаем, поэтому нам овсяночка, там сосиска, омлетик, ну что-то легкое мы можем дома приготовить себе сами. А на обед и ужин мы уже ходим в кафе. Чтобы приготовить ту же кашу или пожарить яичницу, понадобится Вот, пожалуйста, мотоциклы. Я забыла про мотоциклы. В этом году в Уреке очень много почему-то мотоциклов. В прошлом году я столько не замечала. В этом году очень ревут, прям ревут. Так вот, плитка. Вам обязательно понадобится плита для приготовления еды.
Здесь также с этим не совсем хорошо. То есть даже в хороших домах, даже в тех апартаментах, где я показывала такие серые апартаменты двухуровневые, там плитка, но газовая, так сказать, на ней можно приготовить. А на электрической плитке, вот на такой плите, вы не сможете нормально готовить, потому что банально закипятить воду в ней, это нужно где-то, час. То есть, чтобы забулькало, да, накрывать крышкой, там, засыпать сольки, чтобы быстрее там начался процесс. Поэтому, в общем, это долгий процесс. И я решила делать наоборот. Я сначала в чайнике кипячу этот кипяток, потом заливаю его там в кастрюльку или в сковородочку, и вот накрываю крышкой, и оно начинает вроде бы как немножко быстрее все это работать. Не стесняйтесь, включите плитку, засеките время нагревания плиты. То есть насколько хорошо работает плитка. Потому что на отдыхе еще важно время. Потому что вы платите деньги за то, чтобы отдыхать, а не греть воду целыми часами. В ином случае просто обидно, когда ты думаешь, что ты уже должен лежать на пляже, а ты еще не ел, по сути, и ты хочешь кушать, на пляж ты не можешь идти, а у тебя еще вода не закипела. В общем, это очень сильно напрягает, и я вам рекомендую сразу, если вы хотите сами готовить, особенно если у вас еще маленькие дети, поэтому спрашивайте, уточняйте этот момент, вплоть до того, чтобы заменили плитку. Вообще, бытовая техника на отдыхе очень важна. То есть обязательно должна быть микроволновка, электрический чайник, плита, стиральная машина и, соответственно, холодильник. Не маленький холодильник, куда вы засунете один окорочок, а обычный нормальный холодильник. То есть вот эта бытовая техника, она обязательно должна присутствовать. Но в Грузии есть такой момент. Микроволновки здесь не признаются. То есть даже сами хозяева очень редко покупают себе микроволновку. А даже если они ее покупают, то она у них будет где-то лежать на полках, и они ею не будут пользоваться. Дело в том, что для туриста микроволновка это просто священный предмет. Опять же, турист платит за то, чтобы отдыхать, а не напрягаться и думать, и гадать, как ему быстрее разогреть еду, чтобы поесть и пойти по своим делам. И микроволновка здесь очень часто решает реально этот вопрос времени. Вот. И однажды мы, заселяясь в квартиру, значит, я смотрю, микроволновки нет. И говорю хозяйке: а где микроволновка? Она говорит: мы не пользуемся, нам она не нужна, и мы сами ей не пользуемся. И она пошла на уступки, она нам дала свою микроволновку, которой она уже давно не пользовалась. Оказалось, что микроволновка очень классная у нее. Мы поехали на такси, забрали эту микроволновку и прекрасно жили, поживали в ее апартаментах, пользуясь этой микроволновкой. Вот, поэтому просите, договаривайтесь, уточняйте информацию. Кстати, расскажу еще один случай. Когда мы заселились в дом, в котором мы сейчас проживаем, в нем уже около 10 лет нет отопления. Когда мы заселялись, конечно, без отопления зимой даже в Грузии очень холодно и неприятно. И вы знаете, за что мы очень любим наших хозяев? За то, что они установили во всем доме батареи. Поэтому ищите вот таких людей, с которыми вам будет комфортно, которые в адеквате, так сказать, и готовы смотреть на вас не просто как на кошелек, а как на человека, который приехал отдыхать, неважно на сколько дней, на 3, на 5 или там, на 7 или больше дней. Есть такие люди здесь, ищите их. Кухня. Вообще, какие кухни бывают? Они бывают открытые, закрытые, то есть летние или в помещении. Летние кухни я не люблю. Наверное, просто потому, что я еще не встречала хороших летних кухонь.
Да, плита стоит, вроде бы столешница какая-то есть, но, знаете, вечером выйти приготовить, когда уже там зябко или идет дождь, ну, какие-то, да, ситуации, я не могу. То есть мне некомфортно. Вот. Может быть, кому-то да, но мне нет. Поэтому, если вам даже показали классную комнату, например, в доме, как у нас недавно было, мы были в восторге, но, как оказалось, что кухня летняя. Хотя там было 3 кухни и одна закрытая, ну, то есть помещение. Вот. Но все равно мне не хочется готовить на летней кухне. Вот. Поэтому уточняйте этот вопрос сразу. То есть, если вы снимаете комнату в доме, а какая у вас кухня, летняя или обычная? Также уточняйте вопрос, если вы снимаете комнату в доме и, соответственно, это общая кухня, то на сколько номеров одна кухня? Чтобы не происходило такой ситуации, что вы там ждете очередь, пока приготовить. Следующий фактор – это сушилка. Если вы едете на пляжный курорт, обязательно должна быть хорошая сушилка. Либо сушильная машина, но в Грузии это большая редкость, конечно же, либо хороший балкон, на котором светит солнце, и можно высушить белье. Потому что пляжный курорт подразумевает, что это постоянная стирка, постоянная сушка, поэтому тут без сушилки никуда. И опять же, чтобы была сушилка, либо это должны быть веревочки, то есть чем больше сушильных мест с солнцем, также рекомендую брать с собой побольше прищепок. Их никогда не бывает много. Если вы фрилансер, ну или если вы путешествуете, например, с ноутбуком или компьютером, обязательно наличие стола. Как правило, мы располагаемся на обычных обеденных столах, но в некоторых, если это, например, комнаты, там, скорее всего, не будет стола никакого. Поэтому уточняйте этот вопрос заранее. Когда мы заселялись в эту квартиру, обеденный стол вроде бы как раскладывается. И человек, который нам показывал апартаменты, очень удивился, говорит: а что, вы тут свадьбу собрались играть? Я говорю: нет, но мы сейчас образно ютимся с ребенком на столе с 2 компьютерами. И это очень неудобно. Ну, сидение, да, потому что когда ты вот так сидишь, а если тебе еще надо сидеть там несколько часов и более, то это вот. Поэтому, опять же, смотрите, как хозяева на это будут реагировать, и как будут идти на уступки, и как вам будут помогать и так далее. Тогда проверяйте шторку. Нам реально упала один раз на голову шторка. Это было в Тбилиси. Вот, поэтому сразу при просмотре апартаментов прям вот возьмите ее и раскройте, закройте, посмотрите, насколько она зафиксирована. После просмотра квартиры вы решили арендовать эти апартаменты. Зафиксируйте обязательно все неисправности. Как правило, при просмотре, я это делаю сразу при просмотре, то есть открываем все краны, смотрим унитазы, смотрим шторки, смотрим бытовую технику, а включаются ли кондиционеры, а как включать, то есть, да, вот эти все вещи, надо их фиксировать. Далее, если мы заселяемся в эти апартаменты, я беру и прохожу всю квартиру, то есть я снимаю, фиксирую все, что в этой квартире, то есть какие неисправности, где, что и как. Желательно сразу связаться и позвонить, уточнить, почему вот так, почему вот это. Следующий фактор – просмотр квартиры. Когда вам показывают апартаменты, не показывайте своих эмоций. Не нужно: ой, как красиво, ой, как классно, ой, все хорошо, замечательно. Вообще, как я заметила, что если начинаешь говорить «все круто, хорошо», сразу начинается наброс цены. Или начнут какие-то свои правила или там условия навязывать. У нас недавно был момент, мы покупали холодильник, достаточно дорогой холодильник для арендуемого дома. И на холодильнике была хорошая скидка.
В течение 3 дней мы думали над покупкой и пришли через и когда мы пришли покупать, эта скидка уменьшилась на 150 лари. Я не знаю, может быть это совпадение, но за 3 дня вдруг скидка исчезла, и нам посчитали другие совершенно суммы, нежели 3 дня назад. Вот. Мы проанализировали ситуацию, в принципе, и поняли, что мы слишком восторгались этим холодильником, то есть слишком показывали своим видом, что мы готовы его купить. Вот. Опять же, я не берусь кого-либо обвинять. Прекрасный магазин, прекрасный менеджер все показала, все объяснила, замечательно, но есть вот такой пунктик. И вот когда мы были готовы на одну цену, а пришли уже на другую цену, то было бы приятнее, если бы нам сказали: вы знаете, у нас в течение 3 дней поменяется цена, поэтому, пожалуйста, поторопитесь, если вы хотите купить со скидкой. Мы в любом случае купили этот холодильник, все замечательно, мы рады, все хорошо работает, но не подавайте виду, что вы в восторге. Ни в коем случае. Не надо вот этих эмоций. Зашли, посмотрели, зафиксировали, уточнили, сказали: спасибо, подумаем. Или спасибо, вот такая цена, согласны или нет. Начинаете договариваться на холодную голову, без эмоций. И тогда будет все хорошо. Как только вы покажете свою заинтересованность, все. Запахи. Запахи — это тоже очень важная вещь. Если вы видите какой-то грибок, какую-то плесень, какие-то затхлые, я не знаю, места, скажите об этом хозяевам, либо риэлтору, который с вами на связи. И самый главный фактор — это хозяева апартаментов. После просмотра это второй фактор, на что я смотрю. То есть, если мне нравится хозяин, если он в адеквате, если он общается и показывает, и помогает решить какие-то потребности, желания, то есть с той же микроволновкой, либо с теми же батареями, то есть вот какие-то такие вещи, то есть он прислушивается к тому, что нужно клиенту. Это очень важный фактор. Когда я просматриваю апартаменты на Airbnb, очень часто в отзывах есть такие не очень приятные моменты. Например, отдыхающие пишут отзыв, что было все хорошо, но в ванной, текли трубы, или неудобный матрас, или еще что-то. А так все хорошо. И далее хозяин апартаментов пишет: вы знаете, мы думали, что вы очень хороший отдыхающий, но поскольку вы написали плохой отзыв, то мы уже не думаем, что вы хороший отдыхающий, и больше, пожалуйста, к нам не обращайтесь. И меня это, конечно, вообще просто сразу отторгает вообще этот апартамент от себя и хозяин, потому что отзывы, они созданы, в принципе, для того, клиенты помогают хозяину понять, в чем хозяин проседает. И, соответственно, убрав эти недостатки, он может повысить свой рейтинг, свои отзывы. Но, как правило, почему-то люди думают наоборот, что им пишут образно негатив, чтобы понизить рейтинг. На самом деле это не совсем так. Смотрите, в случае с этой квартирой, в которой мы сейчас живем, было 3 отзыва на нее, и они не самые хорошие. Был первый матрас плохой, по-моему, был запах, по-моему, и еще что-то было. И когда я просматривала квартиру, я сразу на эти 3 момента обратила внимание. Матрас поменян. Вообще шикарный матрас. Я в обзоре этой квартиры покажу этот матрас. Я на нем балдею, просто буквально, потому что это один из лучших матрасов вообще в Грузии, попался в апартаментах. Вот, то есть здесь случай, когда люди написали, что
вот это бы исправить, и будет все хорошо. И хозяева это сделали. А очень часто можно увидеть наоборот. Хозяева не совсем готовы, так сказать, прислушиваться к мнению и рационально, так сказать, ну, и адекватно смотреть на ситуацию, что да, действительно, здесь вы хорошо заменить или там починить, или исправить, там, ну, вот, а сразу идет какой-то штык, типа, не приезжайте, вы плохие, вам все не нравится. То есть, как бы, да. Вот, поэтому фактор. Смотрите на хозяев. Какие они люди, что из себя представляют, как они с вами общаются, как они к вам относятся. Вот, и смотрите на их типаж, образ. Очень часто даже их работа, их образ жизни может многое сказать о человеке, да. То есть мне очень понравилось, что хозяин вот этой квартиры, у них висят на стенах фотографии, где они танцуют, занимаются профессионально танцами, там, или вот. То есть это очень сразу выделяет образно, да, и сразу интересуешься, а как это, что это, очень интересные люди, хотелось бы поближе познакомиться, вот. И к таким хозяевам хочется вернуться еще раз и погостить. Вот. Я рассказала вам про самые, так сказать,